Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Я сегодня хочу показать вам, чем и как я пробиваю отверстия на стельках, чем устанавливаю кнопки и люверсы на обуви там или на вязаных изделиях других. Начнем с пробивания отверстий на стельках. Вот я использую такой прибор. Это дырокол и установщик люверсов 2 в 1. Чем он удобен? Сразу скажу, что никакой торговой марки я называть не буду, потому что на нем в принципе не было никаких опознавательных знаков. Китайское производство. Пришел в обычном таком пластиковом контейнере и нет никакой ориентации на какого-то производителя конкретного. Заказала я его в интернете. Просто по картинке нашла, позвонила, и мне сказали, что им можно хорошо пробивать и можно устанавливать люверсы. На нем есть такие 5 насадок для пробивания отверстий. От 2,5 мм самая маленькая и до самого большого это 5 мм. Ну и также есть насадка для люверсов металлическая. С этой стороны насадка, это меняется сторона на конус или на насадку с отверстием. Для люверсов и для отверстия я тоже его использую. При смене насадок разворот возможен только в одну сторону. Он очень жестко фиксирует. Тут даже стрелочка есть, указывающая, в какую сторону крутить. И это не дает возможности потом ему двигаться, что очень хорошо во время того, как мы с ним работаем. А вот эта гладкая панель внизу, она должна использоваться при пробивании отверстий. Но я сейчас покажу, в чем тут плюс и минус использования этой панели. Вот у меня есть такой кусочек кожкартона. Я сейчас на нем просто продемонстрирую, как можно пробивать отверстия. И я попробую сразу пробить их на вот этой гладкой панели. То есть сюда укладывается кожкартон или кожа, там на чем пробиваем. И надо хорошо придавить. И вот эти металлические насадки устанавливаются нужного диаметра. И просто их хорошенько придавить и пробить отверстие. Сразу вам скажу, что эта работа не для женских рук. Вот видите, я надавила сильно, и результат вот такой получился. То есть у меня отверстие не получилось с первого раза. Сейчас попробую еще раз. Давить буду вообще со всей силы, как только могу. И как видите, получается отверстие просто идеальной формы. В чем иногда большая проблема, когда покупаете вот такие дыроколы, то может быть не совсем идеально гладкая поверхность вот этой платформы и какие-то неровности на самих насадках. Тогда просто дырка может вообще в отверстие не получиться. Но так как мне не нравится прилагать такие усилия, это очень тяжело, я ставлю вот такую насадку с углублением. И сейчас просто попробую пробить вот именно с помощью этой насадки. Я считаю, что когда проваливается туда вот этот металлический конус, он пробьет легче. Так оно в принципе и получается. И вот здесь я даже чересчур придавила, и поэтому он у меня даже застрял там. То есть можно давить легче, но зато отверстия вот с помощью этой насадки пробиваются быстро и легко. Сейчас попробую еще раз и покажу, как это работает. Нормально, я уже привыкла, и экономит время, и экономит силы такой способ пробивания отверстий. Сразу покажу еще такой нюанс, когда несколько отверстий пробиваете, вот этот конус он засоряется, и внизу тут тоже, и периодически их надо прочищать. Но это довольно легко с помощью какой-то шила тонкого, там спицы какой-нибудь. Ну и вот так уже с небольшими усилиями. Кожкартон довольно твердый, тем не менее хорошо, легко пробивать.
Есть один минус, вот если так можно его назвать, на обратной стороне получаются немножко вот такие лишние, как бы неотрывные кусочки кожкартона. Их можно удалить с помощью ножниц или вручную оторвать. Ну а при вязании, если мы обвязываем стельку, то вообще их потом не видно. Да, кожкартон пробивает и неплохо, и кожу пробивает. Но если мы говорим о войлоке, например, стельку войлочную пробить, этим точно невозможно. Вот я сейчас вам покажу. Тут просто даже шансов нет. Войлочную стельку просто, ну, он даже такое чувство, что он ее не касается. Сколько бы ты ни давил, металлические эти конусы не пробивают. Если мы посмотрим с другой стороны, такое чувство, что мы к ней вообще ничем не прикасались. Поэтому войлочная стелька, вариант только или гвоздем пробивать, или же шилом протыкать, горячим шилом, в общем, по-разному. Но только не таким дыроколом. Сейчас покажу, как люверсы ставлю с помощью этого прибора. Вот эти насадки используются. Вот конус и металлическая насадка на ободе. И просто довольно еще легче. Вообще тут усилий практически не надо прилагать. Я использую люверсы только немецкие торговой марки Prime. Они самые лучшие, там нет никаких дополнительных колец, просто сам люверс. И вот его надо на какое-то вязаное изделие, мы готовим для него отверстие для люверса, да, я просто покажу вот на таком старом там вязаном изделии, ставим туда люверс и потом переворачиваем его, поверхность лицевая люверса должна встать на верхнюю насадку, а конус войти с изнанки. Вот здесь еще вы видите, как на просто вязаном ботиночке я устанавливаю люверс. Заводится люверс туда, а потом с помощью этого прибора мы ставим лицевую часть люверса на верхнюю насадку и конус заводим с изнанки, и потом необходимо придавить. Сильно тоже давить не надо, потому что люверс может лопнуть. Достаточно вот небольшого такого нажатия для того, чтобы получился ровненький, аккуратненький люверс. Теперь покажу кнопки. Когда я покупала этот дырокол, мне сказали, что им можно кнопки устанавливать. Но на вязаные изделия пластиковые кнопки устанавливаю, металлические нет. Может, металлические можно, но пластиковые точно нет. И для этого у меня есть вот такой прибор. Это установщик кнопочек именно. Их можно на обувь, на изделия на какие-то установить. Очень хороший, очень легкий в использовании. Вот просто рекомендую, если кто-то устанавливает кнопки. А вот здесь меняются насадки, их несколько штук в зависимости от размера кнопки, которую мы устанавливаем. Легко снимаются, легко одеваются. Посередине металлический стержень, который и продавливает кнопку, убирает ее ножку и прикрепляет кнопку к изделию. Кнопка лицевой стороной выкладывается вот на эту платформу нижнюю и потом просто придавливается верхней. Усилий тут прилагать абсолютно особо не надо. Сейчас вот я тоже покажу, как это быстро и эффективно делается. Просто на изделие втыкаем кнопочку и потом верхнюю часть берем от кнопки, зажимаем ее, она уже держится. Ну, единственное, тут вот этот острый конус, конечно, ее так не оставишь, и она долго не прослужит, поэтому надо ее придавить. И затем берем этот прибор, установщик для кнопок, и продавливаем. Тоже сильно, без особых усилий, чтобы кнопка не лопнула.
Все, кнопочка установлена, и я вам скажу, что держится она очень и очень крепко. Я устанавливала кнопки на кофточки, на туфельки детские, то их оторвать просто невозможно. Аналогично устанавливается вторая часть кнопки, ну, например, там на левую полочку, на правую полочку или там на туфельку детскую. Также ставится две части кнопки, продавливаются вот этим установщиком, и все, с обоих сторон изделия у нас кнопки установлены. Единственное, что хочу сказать, что когда кнопки новые, они настолько плотно застегиваются, что прежде чем, например, дать ребенку такое изделие, чтобы он мог сам их расстегнуть, их надо немножко порастегивать и позастегивать. Очень туго застегивается новая кнопка. Но после 2-3 раз использования кнопки она уже довольно легко застегается и расстегается. А вот оторвать это изделие ее практически невозможно. Она достаточно крепко и долго носится. Что могу сказать в заключении? Я считаю, что вот эти оба прибора, и дырокол, и установщик для кнопок, их можно и нужно использовать. Они легки в использовании, они довольно эффективны. И если вам попадутся такие, то покупайте смело. Главное, чтобы они были металлические. И я думаю, что они вам будут служить так же, как и мне. Друзья, если это видео было полезным для вас, то ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы. Если они у вас есть, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч!